Ежегодная презентация Apple WWDC, где представляются обновления операционных систем iPhone, Mac, Apple Watch и так далее, в этом 2020 году по всем известным причинам проводилась онлайн без живых зрителей. Однако на качество презентации это никак не повлияло, а в чем-то даже оказалось интереснее, чем в предыдущие года. Заставкой выступил взгляд на Землю с космоса, где в качестве света от городов выступали аватарки людей, символизирующие то, что нам пришлось большую часть времени в последнее время проводить дома. Камера приземлилась в Apple Park, театр Стива Джобса, и Тим Кук очень символично вышел в пустой зал. И сразу же начались с iOS 14. Теперь на рабочем столе появятся виджеты прямо как на Android, но в стиле Apple. Появится библиотека приложений, где собираются приложения по характеристикам. Просто прячьте страницы, и они организуются в умные папки. Эти папки также сортируются по умным сценариям, показывая на первом месте именно то, что вам нужно в данный момент. Виджеты на рабочем столе были переработаны по стилю Apple Watch. Прямо оттуда можно переносить виджеты на рабочий стол. У каждого приложения могут быть разные варианты виджетов, подходящие под разные сценарии рабочего стола. А также виджеты можно объединять в папки и настроить так, что в определенное время показывается именно определенный виджет. Наконец-то в iOS реализовали картинку в картинке. Если вы смотрите сериал, то можно перейти на рабочий стол, и картинка свернется в маленькое окошко. И ее также можно сворачивать, но звук при этом останется играть. Интерфейс Siri был полностью переработан. Изменили дизайн, и если вы попросите создать заметку, то сразу появится иконка с заметками. Можно будет отправлять голосовые сообщения сразу в iMessage, а также добавили режим переводчика, чтобы быстро общаться, когда вы за границей и хотите с кем-то поговорить. Теперь для этого не нужны сторонние приложения. Русский, кстати, поддерживается. В iMessage теперь можно закреплять избранные чаты. Немоджи прокачали с видами работы и возрастом персонажей, а в групповые чаты добавили прямые ответы и отметки людей, к которым вы обращаетесь или хотите упомянуть. Apple Maps в последнее время прокачивают очень сильно. Добавили подборки мест и рекомендации. Можно выбрать велосипед как способ добраться до места, а для электрических автомобилей можно выбрать зарядки по пути на большие расстояния. Но все из этого, к сожалению, недоступно в России. А вот в Apple Car теперь можно менять обои и выносить быстрые иконки. А также iPhone это теперь не только смартфон, но и ключ от автомобиля. Причем электрическими ключами можно будет делиться с родственниками или друзьями и регулировать разрешение с полным доступом к автомобилю или ограниченным. Но нужно дождаться реализацию от автопроизводителей. Теперь не обязательно скачивать приложение, если оно вам нужно только в определенной ситуации. Например, когда вы ставите машину на парковку, получаете скидку в кафе или берете электрический самокат в аренду, прикладываете iPhone к NFC метке, и приложение появится в виде карточки мгновенно с нужным разделом без необходимости скачивать приложение полностью. Причем это также работает как ссылка в браузере или в мессенджерах. Переходим к iPadOS 14. Здесь, так же как и в iOS, обновился рабочий стол с виджетами, а также переработаны основные приложения с учетом интерфейса iPad, делая приложение не просто копией, как на iPhone, а добавляя больше возможностей. А также звонки теперь показываются не на весь экран, а видеоуведомления, если вы пользуетесь iPhone или iPad. В iPadOS обновили поиск по типу того, как это реализовано в macOS, объединяя поиск по приложениям и интернету. Для Apple Pencil добавили новые возможности. Теперь можно писать в любом месте, и текст будет автоматически переводиться в электронный вид. Это называется Scribble. Но сейчас поддерживается только английский и китайский языки. Также, если вы рисуете иконки, то теперь их можно переводить в профессиональный вид, а вот рукописный текст теперь можно выбирать, копировать и переносить в другие приложения. Не забыли и про AirPods. Теперь не обязательно вручную переключаться между устройствами. Например, вы переходите от iPhone к Mac, и AirPods перейдут также автоматически. В AirPods также добавили функцию окружающего звука, добавляя чувство, как будто вы находитесь в месте проигрывания. Причем это также адаптируется под наклон девайса и поворот головы. WatchOS 7 для Apple Watch теперь умеет показывать специальные циферблаты для определенных занятий и приложений. А также такие циферблаты можно активировать из App Store или прямо в браузере. Обновили интерфейс настройки циферблатов, делая его легче и понятнее. Как и в iOS, Apple Watch теперь лучше работают с навигацией на велосипеде. А также добавили танец как вид активности, где отслеживается то, как вы машете руками и движетесь телом. Переработали приложение «Активность», и теперь оно называется «Фитнес». А также добавили трекинг сна в Apple Watch. С помощью нового режима подготовки к сну активность на iPhone и Apple Watch будет снижаться, а как только вы проснетесь, то покажется сводка дня. И, конечно, за сном можно будет следить через аналитику. А также Apple Watch теперь понимают, когда вы моете руки, и будут мотивировать вас мыть руки по специальному времени, чтобы они точно стали чистыми. А также обновили Sign Up with Apple. Теперь можно будет переносить
переносить существующие аккаунты на ваш Apple аккаунт. И теперь на iPhone будет подсвечиваться точка, если приложение активировало камеру, даже когда вы ее не используете. Для умного дома был создан умный альянс, куда входят Apple, Google, Amazon и другие компании. Благодаря этому умными устройствами теперь можно будет управлять более удобно и с более привычным интерфейсом. Если вы используете камеру с HomeKit, то можно будет пометить важные зоны и определять людей по лицу, а также выводить картинку на тот же Apple TV. И что касается Apple TV, игры теперь поддерживают несколько пользователей, а также поддерживается картинка в картинке. А приложение Apple TV Plus теперь будет не только на Apple TV, но и на других телевизорах. macOS. В этом году она теперь называется macOS Big Sur. Невероятно обновили дизайн с учетом всех особенностей экосистемы iOS, iPadOS и macOS. Переработали практически все основные элементы от иконок, Finder до пункта управления. Теперь все стало более прозрачным, закругленным и с новыми элементами управления. Пункт управления и центр уведомлений теперь выглядят практически так же, как и на iOS. В iMessages теперь появился поиск, эффекты и все другие нововведения, как на iOS. Apple Maps также были полностью переработаны и адаптированы под стандарты, как на iOS, но с особенностями большого экрана компьютеров Mac. Project Catalyst теперь позволяет адаптировать приложения для iPad прямо на Mac и еще лучше. Все последние приложения Apple были реализованы именно таким способом. Safari по тестам Apple теперь быстрее Chrome на 50%, а также безопаснее и ест еще меньше батареи. Теперь будет показываться безопасность каждого сайта и какие трекеры они используют. А также в App Store можно будет добавлять расширения для Safari. Плюс переработали дизайн главной страницы, обновили вид вкладок с превью сайтов и встроили переводчик. И самый главный анонс на презентации. macOS теперь будет поддерживать родные процессоры Apple. Это позволит не зависеть от Intel и управлять и создавать Mac на еще более низком уровне. Производительность процессоров Apple увеличилась более чем 1000 раз с выпуском оригинального процессора. И с новыми процессорами компьютеры Apple теперь могут стать более автономными и производительными, а приложения будут работать еще лучше с более глубокой оптимизацией. Для разработчиков Apple создали инструменты, позволяющие адаптировать приложение под новую архитектуру в течение всего нескольких дней. Microsoft Office уже адаптирован под новую архитектуру, 5-гигабайтный файл Photoshop с кучей слоев работает вообще без лагов. А Final Cut Pro с процессором Apple 12Z уже работает с потоком в 3 видео 4К одновременно и даже теперь умеет вырезать кадры автоматически для вертикального формата с помощью нейронного процессора. В дополнение к этому полноценные игры также можно будет играть без проблем. Например, Tomb Raider шла вообще без лагов. И конечно же, так как iPhone и iPad выпускаются ровно с такими же процессорами Apple, то мобильные приложения можно будет установить прямо на Mac с процессорами Apple, но это будет только в будущем. Разработчики уже могут купить Mac Mini с процессором Apple 12Z. Компания планирует сделать полный переход от процессоров Intel на собственные процессоры в течение 2 лет. Презентация получилась очень впечатляющей и насыщенной. По-настоящему крутые обновления, пробовать которые можно будет уже этой осенью с обновлениями iOS, iPadOS, watchOS, macOS и tvOS. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем удачи и всем пока.